Здравствуйте, друзья! Наверное, нет таких садоводов, которые не столкнулись с тяжелой и порой безуспешной борьбой с кротами. Эти обитающие в почве зверьки способны натворить много проблем. Проделывая свои подземные ходы и создавая насыпи из земли, они нарушают цветники и образуют большие пустоты у корней растений, отчего они часто погибают. А про испорченный внешний вид клумб, цветников, грядок и газонов и говорить не приходится. При виде этой картины порой опускаются руки. Но не стоит унывать. К счастью, эти подземные зверьки компенсируют свое неразвитое зрение сверхчутким обонянием. Они буквально на дух не переносят резкие и пугающие их запахи. Многие, зная эти кротовьи особенности, используют разные средства. Обрабатывают кротовины мазутом, бензином и прочей химией. Но зачем травить свою почву, если можно использовать те же растения? Известно, что кроты резко реагируют на запах рыбьих отходов. Конечно, забрасывать ими цветник я не советую. Но есть растения, которые по запаху очень напоминают рыбный. Это хаутюния сердцелистная. Если потрогать ее листья, вы услышите их специфический аромат. Я заметила, что в местах, где разросся этот почвопокровник, кроты перестали появляться. Кстати, корни хаутюнии пахнут не меньше. Этот травянистый почвопокровник очень красив за счет своей пестрой листвы. Хаутюния также симпатично цветет. Из минусов в южных садах она может активно разрастаться, давая свою корневую поросль. В регионах с суровыми и малоснежными зимами этот многолетник будет вымерзать. В моем же саду, который находится в 5-й климатической зоне, хаутюния зимует без укрытия, но и не дает никакой агрессивной и буйной поросли. Далеко не все знают, что, оказывается, луковицы всеми нами любимых весенних цветов, нарциссов, очень токсичные. Видимо, такая особенность этого многолетника также не нравится многим почвенным вредителям, в том числе и кротам. Конечно, всего пару луковиц этого первоцвета кротов не отвадят, а вот полянка побольше способна их отпугнуть. Если вы не знаете, как защитить свой цветник от непрошенных гостей, высадите большими группами нарциссы. Ну а если это не поможет, обратите внимание на такой многолетник, как рябчик императорский. Крупные луковицы этого красивого растения своим ароматом не дают покоя кротам. Эти зверьки не любят обитать в местах, где посажены кусты рябчика. Удивительно, но запах луковиц этого многолетника напоминает кротам мочу некоторых хищных животных. Кстати, это эффектное растение способно отпугнуть не только кротов, но и мышей. Кроме того, весной императорский рябчик очень красиво цветет, выпуская высокие цветоносы, украшенные крупными колокольчатыми цветами желтой, оранжевой и красноватой окраски. Спровадить с клумб и цветников злостных земляных вредителей поможет еще одно растение под названием чернокорень. О нем далеко не многие знают, хотя еще в давние времена люди пользовались его лечебными и полезными свойствами и дали ему соответствующее название – крысогон. Было давно подмечено, что грызуны и кроты не выносят присутствие чернокорня и не обитают в тех местах, где он растет. Особенно эффектно действуют его групповые посадки. Чернокорень имеет длинный стержневой корень, который, как и его листва, обладает специфическим для грызунов запахом. Это растение особо декоративным не назовешь, хотя чернокорень цветет весьма привлекательными на вид цветочками. А самое главное, что грызуны очень боятся его семян, которые прилипают к их шерсти. Если вам необходимо защитить от грызунов свой сарай, жилое помещение, теплицу или пчелиные ульи, разложите у входа и в разных местах траву чернокорня, то есть ботву с листьями и корнями. Имейте в виду, что это растение хоть и лекарственное, но ядовитое. Все работы с чернокорнем желательно проводить в перчатках. Таким же ядовитым отпугивателем непрошенных гостей считается клещевина. Многие знают, что кроты не переносят запах касторового масла, которое добывают из семян этого растения. Обычно для защиты от кротов и землероек клещевину рассаживают по периметру садового участка. Или же, чтобы отвадить их посещать ваши клумбы и цветники, кусты можно высадить на заднем плане. Кстати, мыши также не переносят запах этого растения.
Клещевина достаточно быстро растет, имеет свою особую декоративность. Очень красивая ее крупная резная листва темно-зеленой и свекольной окраски и ярко-красные соцветия метелки. Всего за сезон кусты способны отрастать очень объемными и высокими, поэтому клещевину еще используют в качестве декоративной живой изгороди. Однако такие растения не посадишь в огороде. Если вам надоела борьба с вредителями на овощных грядках, посадите по их периметру обычные видовые бархатцы, то есть те, что имеют выразительный, стойкий запах. Это важно. К искусственно выведенным сортам и гибридам это не относится, так как они не обладают свойствами обычных видовых растений. Считается, что запах пахучих, самых простых бархатцев, тех, что высаживали еще наши бабушки, не любят даже муравьи и не строят в этих местах свои муравейники. Многие садоводы советуют высаживать от вредителей бобовые культуры, так как их корни тоже выделяют в почву пахучие вещества. Например, подмечено, что там, где посажен горошек, в почве не заводится проволочник. Есть еще мнение, что кроты обходят стороной участки, где посажен чистец шерстистый. Очень интересно было бы узнать мнение зрителей по этой теме. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и методами борьбы с садовыми вредителями. Не забывайте также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.